Витаю! В этом видео в FreeCAD MKE мы посчитаем однопролетную балку, загруженную двумя сосредоточенными нагрузками, с использованием объемных конечных элементов. Итак, начнем. В FreeCAD нет привычного представления сосредоточенной нагрузки. Есть некая сила, которая равномерно распределяется по площадке, к которой она приложена. Поэтому эту площадку нужно нарисовать заранее на поверхности 3D-модели. На своей балке я эти площадки нарисую при помощи двух кубиков. Вот один. И второй. Теперь нужно выполнить болевое слияние. Чтобы генератор сеток сгенерировал именно объемные конечные элементы, у 3D-модели должен быть признак Solid. Поэтому в свойствах болевого слияния в строке Mode нужно выбрать Comp Solid. Теперь можем переходить к расчету. Заходим во FreeCAD MKE, создаем контейнер с расчетом. Решателем по умолчанию в FreeCAD служит Calculix. Генерируем сетку конечных элементов желаемой плотности. Присваиваем материал. Это поле оставляем пустым. Это означает, что всем конечным элементам будет присвоен одинаковый материал. Моделируем закрепление. Вертикальным граням на концах делаем закрепление по Z. И одному горизонтальному ребру делаем закрепление по XY. Добавим собственный вес. Теперь назначим сосредоточенные нагрузки. И добавляем нашу площадку. Теперь скорректируем направление, поставив птичку, изменить направление. При необходимости можно добавить направляющую, например, в виде этого ребра. Нужно учесть, что вот эта вот нагрузка, она равномерно распределяется между площадками, которые мы добавляем в список. То есть, если мы добавим еще вот эту площадку, это означает, что вот эти 6000 ньютон, они будут равномерно распределены между вот двумя площадками. То есть, по факту у нас будет не две нагрузки по 6 килоньютонов, а две нагрузки по 3 килоньютона. Поэтому в избежание путаницы лучше для каждой площадки создавать свою нагрузку. Вот, все готово к расчету. Запускаем Calculix, нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем расчет. Вот наша строка с результатами. Можем посмотреть максимальные значения перемещений, максимальные значения напряжений и формы деформации. Для более детального анализа можно создать фильтр результатов. Предварительно нужно выбрать объект с результатами.
В нем можно выбрать форму отображения в виде облака точек, поверхностей или сетки. Выберем поверхности и возьмем поле самых растягивающих напряжений. Шкала в этом случае всегда в мегапаскалях. Что же касается перемещений, выберем перемещение, поставим перемещение по Z, то для перемещений шкала всегда в миллиметрах. Эти результаты можно сохранить как картинку. Для этого нужно выбрать Tools, Save Picture и присвоить какое-то имя. Также в фильтр результатов можно добавить форму перемещений. Тут мы пишем масштаб перемещений. Здесь форму отображения, оставим поверхности, поле перемещений, направление по Z и, двигая ползунок, меняем отображение нашей деформации. Основной фильтр можно скрыть. Вот. Пока удалим фильтр перемещений. Еще одним очень удобным фильтром для отображения максимумов и минимумов значений напряжений или перемещений служит скалярный фильтр. Его хорошо использовать со включенной 3D моделью, которой присвоена некоторая прозрачность. Добавим наш скалярный фильтр. Возьмем самое сжимающее усилие поверхности, поле тоже самое сжимающее, и, двигая ползунок, отсекая все значения ниже максимального. Вот, теперь мы видим, что максимальные значения сконцентрированы в местах приложения наших сосредоточенных нагрузок. Удалим пока скалярный фильтр. Для изучения распределения напряжений по сечению можно добавить фильтр срез. Берем поверхности, пускай будет сдвиговое напряжение. Чтобы срез был ровным, можно поставить птичку Cut Cell. Для того, чтобы изменить направление, можно поставить птичку наоборот. Положение сечения относительно плоскостей можно менять, меняя значение косинусов. Если единица относительно x, то срез будет параллельной плоскости x. Если единица у нас параллельно y, то срез у нас будет параллельно y. Z, соответственно, относительно оси z. Еще один аналогичный фильтр – это фильтр отсечения. Он отличается только тем, что отсечение у нас не объемное, а плоское. Угол отсечения можно менять, меняя значение целых чисел косинусов на дробные. Вот, например, относительно x у нас единица, 0,5 относительно y. И срез у нас стал под наклоном 45 градусов.
Еще один очень полезный фильтр – это данные вдоль линии. Для начала нужно построить линию, вдоль которой будет собираться информация. Вводим координаты начала и конца нашей линии. А у нас будет посередине и находиться в верхнем волокне. Применить поверхности. Вот у нас будет самое сжимающее напряжение. Вот наша линия нарисовалась. Теперь можно получить данные вдоль нее. Для этого выбираем нашу линию и нажимаем кнопку «Построить графики». И вот наш график. Его можно двигать и масштабировать. Отображение графика можно менять. Меняет цвет для каждой линии, толщину и так далее. Сам график можно сохранить в картинку. Вот наши результаты расчета, перемещения и напряжение для сжатого волокна по длине балки. На этом все. Дякую за увагу.